Доброе утро. На волнах Радио 4 продолжается утренняя программа. У нас в гостях психолог Никита Григорьев. Доброе утро, Никита. Доброе утро. И сегодня мы будем говорить о проблеме, которая стала особенно актуальна в последнее время. Может быть, она существует уже давно, но как-то вот в моё поле зрения она попала относительно недавно, скажем так, несколько лет назад, и я довольно часто стала замечать и статьи на эту тему, и в интернете, и в газетах, и по телевидению. Как-то мне кажется, что вдруг эта проблема выплыла, так скажем, на поверхность. Стали они, по крайней мере, говорить. А речь идет о панических атаках. Что это такое и почему это возникает? И почему вдруг прокатилась вот такая целая волна, если так можно сказать, появились вот те самые люди, которые подвержены этим паническим атакам. Что случилось? Что произошло? Обычно панические атаки происходят внезапно, и люди не понимают, что с ними происходит. Это очень похоже на какой-то приступ. Абсолютно без всякой видимой причины внезапно начинает колотиться сердце, холодный пот, внезапный страх, что сейчас я умру, и это, конечно, очень страшно. То есть название говорит само за себя. И больше всего дезориентирует то, что это происходит на ровном месте. Это может произойти в транспорте, в магазине, когда вы отдыхаете или на работе. То есть ты даже никак не можешь подготовиться к этому. Абсолютно. Это абсолютно внезапно. Это накатывает, накрывает, и ты понимаешь, что сейчас сердце ударится еще один раз, и ты умрешь. Это жуткое состояние. А почему это происходит? Что это такое? Чем это обусловлено? Есть ли какая-то причина? Конечно, есть, иначе оно бы не происходило. Во-первых, я скажу, как обычно люди себя ведут. Они думают, что у них приступ, они вызывают скорую, и чаще всего в скорой уже, это известная тема, они дают какие-то успокаивающие средства и советуют обратиться к семейному врачу. Люди проверяют сердце, свои легкие, им говорят, что все в порядке, и советуют обратиться к психиатру. Психиатр выписывает антидепрессанты, и до тех пор, пока они едят антидепрессанты, все хорошо. Эти приступы можно держать под контролем. От чего это происходит? На самом деле это самая нормальная реакция вашего организма на адреналин. У нас в организме есть такой орган, надпочечники. Он выработался, эволюционировал в результате эволюции, чтобы защищать нам жизнь. Когда наше подсознание чувствует какую-то опасность, физическую, эмоциональную, в долгосрочной перспективе. То есть у подсознания нет чувства времени, нет разницы между физической и эмоциональной болью. Для него либо это хорошо для меня, либо для меня это плохо. Так вот, когда человек недоволен своей жизнью, и он видит, что не может это изменить, очень легко выработать такую внутреннюю слепоту. Что у меня все будет хорошо. Мне что дождь, что чума. У меня все будет хорошо, потому что все равно я ничего не могу изменить. И обмануть себя можно, но свой организм обмануть нельзя. Ему 4 миллиона лет эволюции, и клетки заточены на то, чтобы выживать. И когда подсознание видит, что это все идет не туда, единственный способ, как оно может достучаться до сознания, это рубильник с надписью «Адреналин». И да, это самая нормальная реакция на адреналин. Повышение сердцебиения, вырабатываются также другие гормоны стресса, норадреналин, кортизол, они создают это чувство паники, чувство, что нужно куда-то срочно двигаться, идти и так далее. И когда человек не понимает, что происходит, ведь у меня же все хорошо, то это пугает человека. Что со мной? Из-за испуга выделяется еще больше адреналина. Симптомы усиливаются, человеку становится еще страшнее, еще больше адреналина, и это заходит в такой замкнутый круг, где человеку плохо, он чувствует, что он умирает вот-вот, и все никак не умрет в течение нескольких часов иногда это может длиться. И это может происходить по несколько раз в день. И что же с этим делать? То есть можно ли как-то справиться самостоятельно, или исключительно работает единственный способ, маршрут, который ты уже описал выше? То есть скорая, семейный врач, психиатр, антидепрессанты. Или, может быть, можно найти ту самую причину, которая способствовала этому всему состоянию, как-то с ней договориться, разрешить ее, и после этого только пропадут панические атаки. Для кого-то антидепрессанты работают. То есть я съел таблетку, я могу дальше ходить на работу, есть и спать. А больше мне ничего и не нужно. Потому что все, чему меня научили, это то, чем я занимаюсь. Я работаю, сплю и отдыхаю. Для кого-то это вариант. Я, конечно же, считаю, что нужно искать корень проблемы.
потому что есть причина, почему они возникают. И на самом деле антидепрессанты — это целая индустрия, и вся индустрия говорит, что как они полезны, что это заболевание очень удобно поставить на человека клеймо «больной», подсадить его на таблетки, а когда организм привыкнет к таблеткам, продавать ему большую дозу или более мощные таблетки. То есть, по сути, разница между кокаином и антидепрессантами лишь в том, кому идут ваши деньги. Барыги на улице или медицинским корпорациям. И нужно понять, что я не против антидепрессантов в принципе. Когда человек, например, получает какую-то очень серьезную травму, перелом таза, это, наверное, самое болезненное, что может произойти, когда их отводят в больницу, им дают диаморфин. Это стерильный, чистый медицинский героин. Это делается для того, чтобы человек пережил эту боль, начал восстанавливаться и так далее. То есть, чтобы снять этот приступ, заснуть, справиться и так далее. Нет ничего страшного в том, чтобы принять эту таблетку или принять одну перед сном. Но игнорировать то, что происходит в моей жизни, и заедать симптомы таблетками, это самая настоящая наркомания. Есть шанс, что если я отправлюсь к психологу, он поможет мне докопаться до той самой проблемы? Потому что я сама или сам не могу понять, в чем причина. Мне кажется, что у меня все в жизни хорошо, более-менее все как у всех. Вот, как мы уже говорили, и работа есть, и семья, и ничто не предвещало, и вдруг вот это. Я даже сам или сама не понимаю, от чего это происходит. Да, большая часть моих клиентов обращаются именно с паническими атаками, причем чаще всего, когда они приходят, они не понимают, что это, почему это, им просто посоветовали. И очень часто 2-3 сессий достаточно, чтобы вернуть все это на свои рельсы и дать человеку ресурсы, чтобы самостоятельно с этим справляться. То есть люди, которые после 5 лет с паническими атаками приходят и говорят, что, боже мой, оказывается, так можно. А на самом деле самое важное и первое, что нужно знать про паническую атаку, что это не смертельно и не опасно. Это ваш собственный адреналин, которого не может находиться опасное количество в организме. Все, у кого были опасное количество адреналина в организме, умерли в каменном веке в результате эволюции. Остались только мы, кто адаптирован к этому миру. И да, то есть тут 2 стратегии. Первое — это нужно научиться справляться с самими приступами. То есть, во-первых, держать самая первая мысль, которая должна быть в голове, это мой адреналин, это то, как мое тело на него реагирует, и это для меня не опасно. И научиться успокаивать, вместо того, чтобы паниковать, понаблюдать, проявить интерес, понаблюдать за этими симптомами. О, у меня сейчас приступ. Совершенно верно. Ничего страшного, это мой адреналин шалит. Совершенно верно. Ой, какой ты нехороший. Хватит. Это отвратительное ощущение, сердцебиение, все это. Но если заменить страх на интерес, что вот как мой организм, оказывается, реагирует на вот этот адреналин, то эти мысли как раз могут отвлечь от страха и перестать заставлять ваш организм выделять все больше и больше адреналина. То есть и тем самым вы успокоитесь, и приступ точно так же Совершенно отступит. верно. Адреналин, гормон стресса, он работает как бензобак в автомобиле. По мере того, как вы нервничаете и паникуете, он сгорает. Если вы перестанете его выделять, поменяв страх на какое-то другое чувство, например, любопытство, то да, он просто заканчивается. Панические атаки — это не смертельно, ничего со мной страшного в результате этой атаки не произойдет. Можно ли сказать, что это уже первый шаг на пути к моему полному выздоровлению? То есть если в следующий раз меня так накроет вдруг неожиданно, я смогу с этим справиться. 3-й, 4-й. Возможно ли, что эти приступы сами собой прекратятся или нет? Или если проблема не искоренена, то и приступы будут повторяться? Да, можно научиться справляться с приступами, и за один раз они, конечно, не пройдут. То есть когда вы чувствуете, что вот начинается, и вот как я чувствую или думаю, чтобы это поскорее закончилось, с этим, конечно, жить легче. Но если вы продолжаете жить жизнью, у которой нету будущего, если у вас нету интереса, если вы не помните, когда вы последний раз веселились или плакали, то есть это так называемая психологическая гигиена. Если вы не чистите зубы, у вас будет кариес, выпадут зубы. То же самое с психологической гигиеной. Если вы запрещаете себе испытывать эмоции, как хорошие, так и плохие. Если вы живете по инструкции, по сценарию. Может быть, даже не вами написанному, да? Конечно, чаще всего не вами написано. То ваш организм, ваше подсознание всеми силами будет бороться. Если вы покажете
опять же, своему подсознанию, своему организму, что вы увидели, вы услышали, вы поняли, и теперь вы будете уделять себе внимание, а еще это называют словом «любить себя», то он успокоится, у него не будет причин вырабатывать этот адреналин. Ну вот интересно, а эта проблема существует давно или вот совсем недавно вдруг появилась, может быть, с тем, что наша жизнь стала более такая насыщенная, быстро меняются события, кругом средства связи. То есть если раньше, условно говоря, люди жили в деревне и все было как-то спокойно, то теперь люди все куда-то спешат, торопятся, боятся чего-то не успеть, не достичь чего-то, какой-то цели. Может быть, вот такой вот стресс способствует возникновению панических атак? Нужно понимать, что психология вообще очень молодая наука, и эти вещи начали классифицировать только недавно. То есть вот говорят, что раньше рака не было, а сейчас есть. Ну так раньше не было такой классификации, как рак и онкология. Поэтому сложно сказать, но вот я, например, смотрел советские документальные научные фильмы, и там были люди, у них брали интервью, они описывали свои симптомы, и это, очевидно, паническая атака. Вот сердцебиение, чувство паники, чувство смерти. И их записывали в психбольные, на них вешали диагноз шизофрения и лечили очень сильными транквилизаторами и антипсихотическими препаратами. Давали инвалидность, и, в принципе, для кого-то это удобно. Все, теперь я инвалид, мне можно не работать, мне будут платить пенсию и будут давать таблетки. Почему бы нет? Для кого-то это подходит. Вот. Но да, на самом деле за вот последние, наверное, 20 лет темп жизни не просто изменился, он постоянно ускоряется, причем не линейно, а экспоненциально. И, конечно же, мы не эволюционируем биологически так быстро, как эволюционирует наша цивилизация. Очень сложно быть готовым к этому наплыву информации, поэтому депрессии, панические атаки, это растет, можно сказать, лавинообразно. И, наверное, неспроста сейчас и популярна и профессия, специальность психолога, да, потому что без таких специалистов сложно, так скажем, успеть угнаться за этим сумасшедшим ритмом и жизни, и чувствовать себя комфортно, да, то есть и нет ничего зазорного. То есть раньше даже как-то было неловко или неудобно сказать вдруг, что я вот хожу к психологу или, не дай бог, к психиатру, так это вообще ужас-ужас. Теперь, наверное, и отношения к работе психологов меняется тоже? Меняется, но медленно, конечно. То есть, если у вас болит зуб, да, страшно идти к зубному, но вам нужно идти, чтобы что-то с этим сделать. И психика, психология — это такая же часть нашего организма. Можно попробовать самому себе вылечить зуб, там есть народные средства и так далее, и некоторые люди так и делают, потому что для них нонсенс ходить к какому-то доктору. То же самое с психологами, но лично от себя могу сказать, что я очень жалею, что когда вот мне было там лет также 15, 16, 19, у меня не было такой возможности, и это было вне поля вообще зрения, что есть вот психолог или человек, к которому можно обратиться, непредвзято поговорить о каких-то вещах. Так что я считаю, что это даже не то, что меняется отношение, что сейчас это роскошь, когда есть человек, который может помочь разобраться вот во всем этом компоте под названием «жизнь». Здорово, что есть психологи, и не нужно стесняться обращаться к психологу, если вас беспокоит какая-то проблема личного характера. Не бойтесь, никуда это не выйдет за пределы кабинета психолога. И уж тем более, если вы подвержены паническим атакам, то есть то, с чего мы начали сегодняшнюю беседу, то непременно, помимо того, что вы попадете к своему семейному врачу, обязательно обратитесь и к психологу. Именно он сумеет докопаться до сути проблемы и поможет вам справиться с паническими атаками без таблеток. Совершенно верно. Нету ничего плохого в таблетках, потому что мы пьем кофе, это стимулятор, там кто-то курит сигареты, это стимулятор и так далее, и так далее. Таблетки — это те же самые стимуляторы или ингибиторы, наоборот, они что-то там усыпляют, грубо говоря. Но, повторюсь, заедать проблемы таблетками — это равносильно тому, чтобы запивать проблемы алкоголем. Это наркомания, алкоголизм, и ни к чему хорошему не приведет. Паническая атака случается не почему, а для чего. Это случается для того, чтобы вы увидели, что ваша жизнь идет не туда, и смогли это изменить. Потому что добровольно у вас не получается. Ну что ж, спасибо, Никита. Надеюсь, что наша сегодняшняя встреча и беседа оказалась для кого-то из наших слушателей обязательно полезной и очень информативной. Я напомню, что у нас сегодня в гостях был психолог Никита Григорьев. Спасибо и до новых встреч. Спасибо, до свидания.